Привет! Спасибо, что зашли. Рад вас видеть. Сегодня мы с вами посетим самый западный город Казахстана. Сидел я тут как-то, рассматривал карту в поисках достопримечательностей западного Казахстана. И глаз мой упал на город Форт Шевченко. И подумалось мне, а ведь это же самый западный город Казахстана. Потому что западнее только Каспийское море. Ну а раз это самый западный город Казахстана, то сюда нужно обязательно приехать, посмотреть, что здесь есть и как все это выглядит. Много где на трассах на въезде в город стоят всякие стеллы, памятные знаки, чтобы обозначить, так сказать, место въезда. А здесь построен целый комплекс. Здесь есть довольно большая стоянка. Там вон есть удобства, огромная, надо сказать, арка триумфальная, назовем ее так, на въезде. Вот такое вот панно с картой ближайших окрестностей. Сейчас мы до него дойдем и рассмотрим поближе. А еще здесь сразу же обращает внимание вот такое вот огромное поле ветряков, ветрогенераторов. Я не знаю, сколько их здесь, считать, честно говоря, лень, но точно больше 20, если не 30 штук. И я, конечно, не специалист во всем в этом деле, но мне кажется, что такое количество вполне себе способно обеспечить небольшой город электроэнергией по самые, так сказать, все необходимости. Зеленая энергия – это круто. Тем более здесь, где сам Бог велел. Здесь ветер дует практически постоянно. Сразу вам признаюсь, я уже один раз здесь был. Мы с товарищами сюда приезжали, просто, что называется, наскоком. Было парочку часов времени. Просто приехали, прокатились по кругу, посмотрели по сторонам и уехали, ничего толком не рассмотрев. В этот раз вряд ли получится иначе. Это опять-таки будет такой коротенький визит, обзорный. Но в этот раз я, по крайней мере, сниму видео для вас. Ну вот мы с вами и доехали до въезда в город. Заборчики, дома, все аккуратненько. Тротуары, газончики. Хоть они, конечно, и ничем не поросли еще, но, видимо, чуть позже все станет в порядке. Довольно зелено, вот деревья, все зелененькое, цветет, весна. Город это небольшой, городом он стал уже довольно давно, еще, по-моему, в 19 веке. Население здесь, по разным сведениям, разное. В одном месте я прочитал, что больше 6 тысяч человек здесь живут. В другом месте я прочитал, что в районе 3000. Не знаю, какая из цифр правда. Тем более, что здесь прямо рядом расположен поселок Баутино. И там находится одноименный порт. Как я понимаю, наверное, это какая-то центральная или рыночная площадь. Есть сквер, есть доска почета, назовем ее так, какая-то сцена, там вот парк, наверное, это тот самый парк Шевченко. Здесь какие-то, наверное, административные здания, может быть, бывший какой-то универсам или универмаг. Повернули направо, движемся дальше в сторону порта. И вот здесь справа сразу же возникает самая, скажем так, заметная достопримечательность форта Шевченко. Это памятник двум батырам. Ну, пожалуй, с посещения этого памятника мы и начнем нашу с вами экскурсию по этому самому западному городу Казахстана. Давайте сразу договоримся, что я не буду вам рассказывать историю этих двух батыров из Саидасана. Вы сами в интернете сможете найти и почитать. Здесь все обнесено вот таким вот заборчиком, оградой. Есть вход. Все это, что называется, с пружиной, с доводчиком и с запором даже. Сразу здесь у входа какой-то памятный знак, памятник. Не знаю, к своему стыду, чему он посвящен.
Ну а вот здесь, на такой сопке, на горе, или как на холме это можно назвать, стоят два батыра конных. Вот сейчас по лестнице мы туда с вами заберемся. И плюс ко всему посмотрим на весь город сверху. Не прошел еще даже половины пути наверх, а уже, честно говоря, запыхался. Это лишний повод напомнить вам, что толстым быть плохо. По возможности избегайте этого. Здесь, конечно, дует ветер. А ветер сегодня, надо сказать, довольно сильный и довольно холодный. Но вид отсюда открывается замечательный. Давайте посмотрим, что нам отсюда видно. Ну вот здесь, наверное, интересно, это вот то место, где из ракушечника вырезали блоки, из которых строились здания. Вот там вот наверху на горе, я так понимаю, что это то место, откуда, в общем-то, и начался этот город, который изначально назывался Новопетровское укрепление и был построено это укрепление, по-моему, в самом начале 18 века. Вот то, что там на горе сохранилось, это те самые руины Новопетровского укрепления. Если туда можно будет проехать на машине, то, наверное, надо будет туда доехать и посмотреть. Внизу под горой, вот там с зелененькой крышей здания, это единственная в Казахстане армянская часовня. Почему она здесь была построена и когда, я к своему стыду не знаю, поэтому вам рассказать не смогу. Но если вы хотите это узнать, то добро пожаловать в интернет, там наверняка все это расписано, и вы сможете это все доподлинно выяснить. Дальше, я так понимаю, что вот эта вот часть, где вот этот вот солончак, или как это правильно называется, резервуар какой-то, это, в общем-то, и есть граница города Форт-Шевченко. Вот туда дальше это поселок Баутино и одноименный порт Баутино. Я так понимаю, что порт сейчас прямо очень активно работает. Отгружают, я так понимаю, что, наверное, газ да нефть, может быть, еще что-то. Изначально этот порт строился как рыбный, но сейчас другие приоритеты и другие ценности. Здесь нам, как на ладони, виден фактически весь город. Наверное, куда-нибудь вот туда, к тому берегу, постараемся проехать на машине. Я к своему стыду, естественно, не знаю, что здесь что. Ну вот, здания по переднему плану с флагами, это, наверное, какие-то административные здания. Вон там дальше желтенькое трехэтажное здание с зеленой крышей, вокруг которого стадион. Это, видимо, какая-то, наверное, школа. Там дальше, вот я вижу какой-то торговый центр, может быть, какие-то жилые дома. И вот туда, куда-то дальше и дальше уходит уже частный сектор. Там вот какое-то предприятие, видимо, вот эти вот блоки из ракушечника или какие-то другие, скажем так, материалы строительные до сих пор там добывают. Ну и наверху нам отлично отсюда видна вот та ветряная электростанция, которая вполне возможно снабжает весь этот город электричеством. Небольшой, компактный, но довольно зеленый и довольно уютный город. Дальше, смотрите, улочка вся ухоженная, заборчики, тротуарчики, все чистенько, аккуратненько, ровненько и гладенько. Выглядит хорошо. Дальше едем к берегу, там видно какую-то арку, а здесь чуть-чуть в стороне какие-то домики. Традиционная арка на въезде и прям огромная стоянка,
которая выходит прямо к морю. А здесь пляж. Вот здесь на берегу, смотрите, довольно просторный, большой и, надо сказать, очень ухоженный и чистый пляж. Здесь вот рядом есть бордюр, на котором организованы скамеечки. Можно посидеть с видом, так сказать, на воду. И надо вот взять на заметку грузинским товарищам из Батуми. Здесь хоть бордюр и основание скамеек бетонные, но сверху досочки, и сидеть тепло и удобно. А там дальше зона отдыха, детская площадка и куча всего-всего. Чуть позже подойдем поближе, посмотрим. А пока, я думаю, надо дойти до воды и посмотреть на то, как здесь выглядит замечательное Каспийское море. Вода уже совершенно красивого цвета. Вот надо сказать, что в Каспии, по сравнению со всеми другими морями, на которых я был, пожалуй, вода самого красивого цвета. А здесь пляж, он, назовем это так, комбинированного состава. То есть это песок и ракушки. Ракушек огромное количество. Пожалуй, что может быть даже пополам, скажем так, с песком. Вообще ракушечные пляжи — это нечто удивительное. Тоже первый раз я такое видел только на Каспии. Больше не видел нигде. Ну что, друзья, можно смело ставить галочку, еще одну, в свой бакет-лист о посещении еще одного интересного места. По факту я сейчас нахожусь на пляже самого западного города Казахстана, фактически в самой западной городской точке Казахстана на берегу Каспия. Пляж здесь шикарный. Наверняка летом здесь прям круто. Здесь вон есть, смотрите, кабинки для переодевания. Есть две вышки, хотя они очень небольшие, но тем не менее они есть. Две вышки для спасателей. Ну и сейчас мы с вами пойдем посмотрим на вот эту вот детскую площадку и вообще все вот эти вот развлечения. Шикарный шикардос. Вот конкретно здесь мне прям очень нравится. И вообще Форт Шевченко производит впечатление весьма и весьма уютного города. Вот ветра бы только не было вот этого холодного, и было бы совсем зашибись. Издалека меня заинтересовала вот такая вот будочка, скворечником я ее впервые назвал. А это, оказывается, буккроссинг. То есть сюда можно прийти, взять, почитать книжку, оставить какую-то свою. Только мне почему-то открыть его не получается. Видимо, вот этим вот винтом он закручен для того, чтобы его не открывало ветром. Ну, надо либо приходить с отверткой, либо дождаться сезона, когда это будет открыто, и можно будет взять книжки. А книжки вон там есть, смотрите, совершенно разные. Вот как-то так. Возможно, это такой тамбнейл для видео. Площадка, надо сказать, прям довольно большая. Ровненько уложена плиточкой. Выглядит прям все хорошо. Есть беседки. Есть вот такая вот штука, на которой, видимо, должны висеть качели. Но будем надеяться, что они в сезон будут висеть. Есть вот такие вот, я так понимаю, торговые заведения. Общепит какой-то. Вон там есть удобство, что немаловажно в наше время. Какой-то маленький ларечек. Дальше вон есть сцена. Детская площадка со всякими качельками, крутилками, вертелками, горками и всем прочим. И вон там дальше, я так понимаю, спортплощадка. Шикарный шикардос. Обязательно остановимся у часовни.
И именно с нее потом можно будет попасть к тем самым руинам Новопетровского укрепления. Тем более, что дорога езжая. Вот только вот здесь я не уверен, что смогу забраться наверх. Но попробуем. Как говорится, где только наша не пропадала. В любом случае вниз будет спуститься точно легче. Я ничего, пролез. Пролез на самый верх. Вот слева памятник двум батырам, на котором мы сегодня с вами были. И там дальше за ним весь город. А вот я так понимаю, что вот то, что мы там видим впереди, это и есть те самые руины Новопетровского укрепления, с которого начался весь этот город. В общем, карта нам показывает, что руины Новопетровского укрепления это вот те. Но вот здесь, вот уже на въезде по вот этой дороге, по которой мы приехали, есть вот такая вот штука. Явно же тоже какое-то бывшее здание. Ну, а вот это вот все очень напоминает стену. Судя по обилию камней правильной формы и кирпичей, то вот это укрепление вот здесь вот и начиналось. И вот так по периметру шло куда-то туда, далеко-далеко. И вот там были какие-то, видимо, центральные здания. И если я все правильно понимаю, то вот это вот руины здания, построено в 18 веке, в самом начале. В 1700 что-нибудь, наверное, 10 или 15 году. Я точно не помню. Но я здесь был, и вы были здесь со мной. Приехали сюда люди, нашли вот это место. Оно прям возвышается над округой. А в округе, наверное, ведь ничего практически. Сложили из камней стены. Из таких же камней построили здание. Обратите внимание, как у этого здания сделаны стены. Кладка из блоков, она вон только по углам. А вся остальная тело, скажем так, стены просто сложена из обыкновенных камней произвольной формы. И все скреплено глиной какой-то или каким-то таким раствором. Вон ракушечник самой разной произвольной формы, в том числе вон какие-то даже кирпичи. Вот здесь тоже, например, наружная часть угловая из блоков, а заполнение из всего, из чего придется. Какие-то вот здесь были комнаты, что-то здесь происходило, какие-то люди что-то решали, другие какие-то люди с этим соглашались или нет, или что-то с этим делали. В общем, куча всякой истории. И очень жалко, что до нас вся эта история дошла в таком вот руинированном виде. Но что есть, то есть. Хорошо, что есть хотя бы так. Они полностью разобраны для стройматериалов. Туда дальше что-то вот продолжается. Видите, даже получается, что вот здесь вот дорожка, продолблен проход в скале, чтобы, видимо, проход был более пологий и более удобный. А вот здесь, смотрите, какой-то осколок какой-то колонны. Интересно, эта колонна от здания отвалилась или просто отдельная какая-то здесь стояла. А вот это явно тоже какая-то крышка какой-то колонны. Ну давайте уж дойдем до противоположного края. Тем более вот через интересную такую выемку в этом ракушечнике в скале. Что здесь, где было, кто зачем стоял, какое здание для чего предназначалось, было бы, конечно, интересно узнать. Если вы знаете, где-то читали или вам кто-то рассказывал, то добро пожаловать, пишите в комментариях.
комментарии. Еще одно здание, за которым, может быть, дальше продолжалось укрепление, а может быть, нет. Господь его знает. Но туда, честно говоря, я не пойду. Не потому, что далеко или что-то там еще, а потому что здесь ветер очень сильный. И ветер он очень холодный. И мне, честно говоря, уже, прям очень холодно. Ну вот мы с вами побывали наверху. Посмотрели на остатки стен. Сейчас, наверное, нужно выглянуть и посмотреть, как все это выглядит с края. Вот здесь, смотрите, пологий спуск такой какой-то был. Ну, вряд ли сюда по нему поднимались, хотя, в принципе, пройти возможно. А вот здесь видно, какая была стена. Довольно широкая и просто сложена из камня. То есть следов раствора нет. Видимо, просто камни были внимательно и аккуратненько положены друг на друга. Нам с вами осталось сходить в парк, посмотреть на парк Шевченко. Ну вот здесь позади меня, видимо, главная городская площадь, где происходят всякие мероприятия. Вон там сцену видно. А чуть, получается, левее расположен тот самый парк Шевченко и музейный комплекс. Пойдемте туда сходим. Правда, есть у меня большое подозрение, что музеи сегодня закрыты. Входная дверь была закрыта на щеколду, но я ее снаружи открыл. Надеюсь, так можно делать. Я не нарушил никаких правил посещения. И вот здесь, вот это вот здание, я так понимаю, это местный этнографический музей. И вообще все это некий музейный комплекс. Пойдемте посмотрим, как это все выглядит. Так, непривычно в здешних местах видеть все покрытое травой. Зеленые деревья, практически полностью зеленую землю. Здесь, я так понимаю, растет все дурнинушкой. Что ни посади, все будет расти. Главное, чтобы вода была. В этом весь, видимо, прикол. А в остальном и земли здесь, так сказать, плодородия хватает. И солнце здесь в избытке. Расти себе да расти. Была бы вода. Здесь дальше, в тени деревьев, какое-то еще одно здание. Судя по отсутствию табличек, что-нибудь, наверное, административное. Ну, а вот это, я так полагаю, мемориальный музей Тараса Григорьевича Шевченко. И судя по тому, как выполнено здание, вполне себе даже возможно, что это какое-то здание, в котором, может быть, он и жил. Но все как-то вот совершенно насмерть, наглухо закрыто. Я не понимаю, в чем мой промах. Сегодня что, какой-то праздник? Почему здесь все, абсолютно все закрыто? От магазинов до музеев. И даже парк был закрыт на щеколду. Совершенно непонятно. Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. По-моему, он точно такой же, как в Актау. Или нет? Или мне кажется. Возможно, меня, так сказать, ошибает память. Там вот еще одно какое-то здание такое интересное. Узенькое, длинненькое, с большущими окнами. Интересно, что это такое. Двери стеклянные, давайте заглянем туда. Что там такое? О, там землянка. Вот как. Все это здание построено над землянкой, в которой что-то происходило. Возможно, жил в этой землянке Тарас Григорьевич Шевченко. Вон тут рядом с землянкой, смотрите, какие выдолбленные из камня, из ракушечника скамейка и стол. А вон там, не знаю, что это, печка или просто какой-то памятник, что-то такое. Все отсвечивает, ничего не видно. Ничего нигде не написано, никаких табличек нет, никого нет, ничего не понятно. Не то чтобы я особо предъявляю претензии, как говорится, готовиться нужно было самому заранее. Но, я не понимаю, почему. Вроде бы сегодня обыкновенный рабочий день. Почему все закрыто и никого нет? Непонятно. А вот это, друзья мои, смотрите, какая-то техническая интересная штука. Интересно, что это? Это, я так понимаю... Ага! Это, я так понимаю, какой-то был, видимо, источник воды. Какой-то колодец.
вот такое вот колесо. И вот этими стаканами это колесо, вращаясь, черпало из этого колодца воду и куда-то ее подавало. Там вон колесо. Видимо, там был привод этого колеса. Крутилось оно каким-то образом. А туда, видимо, куда-то сливалось. Давайте обойдем, посмотрим повнимательнее. Вот такие вот технические штуки, это уже гораздо интереснее. Ну да. Здесь вон был такой привод. Торчала, видимо, такая ось, которая вращалась вот здесь вот чем-то, осликом, может быть, каким-то, или лошадью, ходящей по кругу. И крутило это колесо, колесо черпало воду и куда-то ее подавало. Но все так сохранилось, в общем, в хорошем, приличном состоянии. Все сложено из камней, обложено вот этим вот кирпичами из ракушечника. Такое вот колесо, которое, к сожалению, уже наполовину развалилось. И куда-то оно вот черпало воду. Тоже, в общем, не очень все понятно, но очень интересно, честно вам скажу. Ну и, в общем-то, весь парк. Здесь прекрасный зеленый парк. И вам честно признаюсь, вот ходя по этому парку, я себя почувствовал даже как будто бы где-то, скажем так, совершенно в других краях. Как будто бы на мгновение, так сказать, выехал из местного сурового полупустынного климата. Ну, в общем, наверное, на сегодня и все. Мы с Тарасом Григорьевичем говорим вам спасибо, что вы досмотрели видео до конца. Говорим вам спасибо за то, что поставили видео лайк. Огромное спасибо за ваш комментарий. Если вам нравится смотреть такие видосики с таким вот странным дядькой, то подпишитесь на канал и включите уведомления. А если хотите помочь развитию канала, то обязательно у себя в соцсетях расшарите ссылку на канал, на это видео. Расскажите своим друзьям и знакомым, что есть странный дядька, на которого нужно подписаться и которого нужно периодически смотреть. Такая вот быстрая экспромтная экскурсия сегодня получилась по городу Форт-Шевченко. Наверняка здесь есть еще что посмотреть. Наверняка здесь есть и интересные исторические здания. И туда дальше, если поехать за поселок Баутино к порту, есть очень интересные природные места. Ну, что получилось, то получилось. Простите, если я не до конца и не слишком подробно раскрыл вам характер самого западного города Казахстана, города Форт-Шевченко. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Обязательно приходите еще. На сегодня все. Пока.